Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Задорожный Сергей, с вами компания Sirius Auto. Сегодня у нас обзор по тепловому насосу «Воздух-вода» современной инверторной серии с компрессором EVI. Вот сейчас мы находимся в гараже двухэтажного коттеджа. Этот насос отапливает два уровня в этом коттедже. Два уровня сверху и один уровень подвальное помещение внизу. Вот здесь сейчас перед нами внутренний гидроблок теплового насоса, в котором подготавливается горячая вода. Эта горячая вода по трубопроводам направляется в дом для отопления через теплые полы. Первый уровень – это подвальное помещение, это теплые полы целиком. Второй уровень – теплые полы радиаторы. И третий уровень – частично теплые полы радиаторы. Общая площадь коттеджа 250 квадратных метров. Насос мощностью 14 киловатт установлен для отопления в межсезонье, потому что сам коттедж находится в центральном Казахстане. Это зимой может быть очень холодно, до минус 30 градусов. Вот летом бывает жарко. Отопительный сезон здесь длится больше 200 дней. Вот, установлен тепловой насос в 2022 году, в конце апреля месяца. Сегодня 3 мая. Отработал насос около года в этом доме. И теперь мы делаем второй обзор по его работе. На тепловом насосе установлен контроллер. На этом контроллере мы видим температуру подающей 37 градусов воды и температуру обратной воды. Сейчас 34,3 градуса показывается. Также время установлено и встроенный Wi-Fi модуль мы видим. То есть этот блок позволяет эксплуатировать насос дистанционно. То есть отслеживать, какая температура теплоносителя в доме. В насос встроен циркуляционный насос, который подает воду в систему отопления. Сам гидроблок, его задача забрать тепло в фреоновой части, то есть фреона, и подать это тепло благодаря теплообменнику в дом. Сам насос представляет собой два блока, два устройства. Внешний блок, который стоит на улице, и внутренний блок гидроблок. Между ними фреоновая магистраль из двух труб. Вот видим мы здесь эту магистраль, она утеплена вот материалом, специальная теплоизоляция. Видим также подающую магистраль и обратную магистраль. Ну и, соответственно, вот следующий этап – это внешний блок. Мы продолжаем наше видео по обзору теплового насоса «Воздух-вода» инверторного типа с компрессором EVI. Мощность насоса 14 киловатт. Здесь, как мы видим, во внешнем блоке два вентилятора. Сейчас насос находится в работе. А сами мы находимся в центральном Казахстане, в условиях северного климата, и температура на улице 8 градусов. Плюс 8, плюс 10 градусов, не выше. Вот насос постепенно разгоняется. Компрессор инверторный, инверторные вентиляторы. То есть они многоступенчатые, и разгон происходит постепенно. Благодаря этому электрическая сеть в доме не грузится, и можно использовать такие насосы на слабых сетях. В условиях садовых товариществ и там, где недостаточно подводки кабеля электричества. Насос установлен на такие металлические подпорки. Сверху мы видим навес над ним, хотя он в течение года отработал без этого навеса. Навес поставили недавно. Отапливает он, повторяюсь, дом площадью 250 квадратных метров с 3 уровнями. И установлен был для отопления в межсезонье. Весна-осень. С внутренней стороны мы имеем воздушный теплообменник, через который прогоняется уличный воздух, и таким образом снимается тепло воздуха на фреон, который закачан в этом теплообменнике. Здесь же внутри установлен компрессор. Компрессор марки Panasonic, повторюсь, инверторного типа EVI. То есть он допускает температурный режим работы до минус 30 градусов. Имеет высокий ЦОП, то есть высокий коэффициент преобразования. Для нашего климата в среднем это 1 к 2,5. То есть 1 киловатт потребленный дает 2,5 киловатта тепла. Вот сегодня, в этот день, на улице около 8 градусов тепла, насос работает более экономично в 3-4 раза, чем электрический котел, который подключен в этом доме параллельно. То есть сейчас в среднем потребление 25-30 киловатт в сутки. Параллельно здесь установлен угольный котел, который требует обслуживания каждый день. Тепловой насос в течение года ни разу не обслуживался. По заверениям завода-изготовителя, это обслуживание происходит
от 2 до 5 лет в зависимости от интенсивности работы и заключается в дозаправке фреоном. Вот, монтаж теплового насоса могут произвести опытные монтажники по установке кондиционеров, потому что здесь есть фреоновая магистраль от внешнего блока к внутреннему гидроблоку, который мы снимали раньше. И вот он состоит из 3 частей. Внешний блок с вентиляторами и внутренний гидроблок. И трубопроводы фреона. Далее здесь установлено такое шасси. Это также могут сделать опытные монтажники, которые занимаются кондиционерами и системами кондиционирования. И внутренний гидроблок подключается с сантехниками. То есть 2 специализации, которые здесь применимы для установки этого насоса. Тепловой насос сейчас в работе. Работают оба вентилятора. Повторюсь, инверторный вентилятор, инверторный компрессор с низким потреблением электричества. Ступенчато регулируется благодаря автоматической системе регулирования. И есть возможность сэкономить электричество, поставив на крышу этого дома, этого коттеджа, солнечную станцию, сетевую солнечную станцию, как это делается в Европе сейчас повсеместно. И благодаря этому мы можем сэкономить на электричестве и до нуля свести потребление электричества. Повторюсь, сейчас 25-30 кВт в сутки потребляет этот насос для отопления этого дома. В морозы, когда на улице минус 12, потребление повышается до 100 кВт в сутки. То есть при установке солнечной станции и выработке такого количества электричества мы можем снизить энергозатраты практически до нуля. Уважаемые зрители, вот у нас внешний блок уличный отработал цикл свой нагрева. И теперь на контроллере мы видим температуру 37,2. Это температура, которая и на обратке, и на подаче у нас в тепловом насосе. И внешний блок у нас выключился. Соответственно, теперь пока он остынет, дойдет до температуры 34, затем опять будет включение на 3 градуса, температура опустится. Вот таким образом отрабатывается цикл включения-выключения. И вот мы открыли крышку гидроблока, и здесь у нас несколько элементов основных. Первый из этих элементов – это теплообменник кожухотрубный, в котором тепло фреона, поступающего с улицы по вот этим трубкам, обменивается с водой. То есть вода подается дальше в бак-накопитель. И здесь у нас есть 10 литров буферная емкость с 10 литрами воды, в которой встроен дополнительный электрический тен. То есть с этого теплового насоса мы можем брать горячую воду и при этом же охлаждать помещение. Плюс ко всему встроенный циркуляционный насос, который гоняет воду по системе отопления. То есть у нас еще и такая опция есть у этого теплового насоса. Здесь мы видим клемную коробку с соединениями и подсоединение вот к этому датчику контроллера, который остается на внешней крышке. То есть вот такое компактное устройство, все заизолировано, утеплено, что необходимо утеплить. Очень добротно собрано в толстом стальном корпусе, толщина стали миллиметр или 1,5. Мы запускаем тепловой насос, он подключен через 25-амперный автомат в щитке. Вот мы запускаем его. Кнопкой питания мы запускаем насос. Насос включился, циркуляционный насос включился. И температура, пока мы разбирали блок, вот снизилась до 34,3 градусов с 37. Потому что, повторюсь, дом 250 квадратных метров, все 3 уровня отапливаются. И в течение 20 минут, соответственно, температура снизилась с 37 до 34,2 градусов. Вот. Но через какое-то время включится внешний блок, и насос также наберет температуру до 37 градусов. И в этом диапазоне он и работает. Вот на этом наше видео завершается. Благодарю за внимание и до новых встреч. С вами была компания Sirius Auto. И меня зовут Задорожный Сергей. Благодарю.